you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые динамические наушники от компании KiwiEars и стоимостью $30. И поставляются эти наушники в очень небольшой коробке с изображением самих наушников здесь на лицевой части, логотипом компании и названием этой модели Bell. Ну а здесь уже указаны технические характеристики этих наушников. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер с DLC-диафрагмой и диаметром 10 мм, но чувствительность составляет 103 дБ, и они получили сопротивление 32 Ома. И на раскачку эти наушники оказались довольно средними. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и обычным штекером на 3,5 мм джек. Два набора силиконовых амбушюр. Инструкция по использованию наушников, ну и гарантийная карточка. Эти наушники очень небольшие, были выполнены из прозрачного пластика с использованием металлических лицевых панелей, где располагается логотип компании, а здесь находится стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом указана маркировка канала и название модели этих наушников. А на внутренней части здесь находится два отверстия для компенсации, а звуковод у них имеет длину 4 мм, диаметр 6 мм и получил выделенный бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр. А еще он, конечно, был защищен металлической сеточкой. Ну а с посадкой у этих наушников все хорошо, поскольку они очень небольшие и имеют правильную анатомическую форму. И за счет этого они очень плотно садятся в ухо и обеспечивают отличную звукоизоляцию. Да и к тому же для их стоимости у них в комплекте есть очень даже качественный и удобный для использования кабель, что, согласитесь, еще не часто встретишь в таком бюджете. Ну а приобрести динамические наушники KiwiEars Bell вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Linsol на AliExpress, либо на их официальном сайте linsol.com. Ну а все необходимые ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики динамических наушников KiwiEars Bell, которые были настроены четко следуя цели Harman 2019, лишь с небольшими, но как по мне, полезными доработками. И эти наушники имеют усиление низких частот на 8 дБ с дополнительным уплотнением в области нижней середины относительно таргета, что, как по мне, наоборот, только положительно сказывается на более лучшей, теплой и уплотненной подаче этого диапазона, что соответствует четко моему вкусу. Но усиление в области верхней середины здесь прям идеально соответствует цели Harman 2019. К тому же обратите внимание, что и высокие частоты тут отлично попадают под этот таргет, и здесь нам сразу становится ясно, что по своей подаче это будут далеко не яркие наушники, и на деле, конечно, так оно и есть. Но давайте все же обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в KiwiEars Bell получились достаточно массивными, глубокими и с реально хорошей текстурой в этом бюджете. И они сразу задают ритм трека и делают музыку более живой. Бас по восприятию прям такой динамичный, ритмичный, держит хороший темп и придает композиции необходимую энергичность. Да так, чтобы вам хотелось просто слушать музыку куда дольше, а не выключать ее уже там через пару минут. Но удар кика, например, в электронике, в хип-хопе достаточно четкий, начальная атака прям пробивная, плотная, но разве что от затухания мне показалось все же немного затянутым. Но в целом, ребята, для этого бюджета я думаю, что это мелочь, и не факт, что это еще все заметят. Зато Сабас здесь вас точно порадует тем, как он создает нужный фундамент и добавляет глубины звучанию, растягивает низ и делает звук уже более объемным, но в своей подаче всегда остается ровным и контролируемым. А вот мидбас подчеркивает ритм и ударность и придает тот самый необходимый драйв, делая трек более живым и музыкальным. И важно отметить, что они как бы работают вместе с сабом именно органично, создавая такой плотный и более цельный подчеркнутый низ, где каждая партия слышна отдельно, а текстура баса остается насыщенной и достаточно прозрачной. Поэтому уже в более быстрых треках низ остается собранным и контролируемым, без какого-то там размытия или гулкости. И в итоге низкие частоты у KiwiEars Bell делают музыку бодрой, упругой и живой, придавая трекам ощущение
создания той самой необходимой энергии и ритма, удерживая темп и добавляя динамики, при этом оставаясь удивительно собранными и контролируемыми в своей подаче. Но средние частоты в Kevirs Bell точно понравятся всем любителям более насыщенной и эмоционально, но умеренно энергичной подачи, без какого-либо утомления и дополнительной резкости. И серьезно, друзья, несмотря на то, что настройка у этих наушников была выполнена по Harman, но на средней громкости они лично меня не утомляют, и это реально приятно удивляет. Да, конечно, подача у них здесь не слишком такая прозрачная и воздушная, как у топовых моделей, но при этом все здесь звучит приятно, тепло и с достаточно быстрыми переходными процессами для этого бюджета. Да к тому же и вокал еще читается вполне уверенно, он хорошо выделяется на фоне инструментов, но при этом не режет слух и не теряет свою естественность. Каждая фраза слышна полностью и с выраженной артикуляцией, что делает композицию эмоционально более насыщенной, но инструменты в среднем диапазоне играют ровно и цельно, и их присутствие ощущается органично, и будь то гитара, пианино, струны или синтезаторы, все они звучат наполненно, но при этом не захватывают прям все пространство, оставляя место как бы для низких и высоких частот. Ну а переходы между партиями довольно быстрые, ритмика ощущается естественно, а динамика сохраняется уже даже в более насыщенных оркестровых композициях, но так, что трек не теряет своей живости. И в итоге средние частоты в Kevirs Bell делают музыку наполненной и эмоциональной, но при этом сбалансированной и комфортной для длительного прослушивания. Вокал звучит естественно и выразительно, инструменты читаются ясно, а композиция остается динамичной и музыкальной. Но высокие частоты в Kevirs Bell получились удивительно зрелыми и сбалансированными, и они точно понравятся всем тем, кто любит аккуратный верх без яркости и резкости, где каждая деталь слышна уверенно и спокойно, но не режет слух, и при этом сохраняется хорошая микродетальность и техника, да так, что тарелки, перкуссия и инструменты звучат четко и разборчиво, а переходы между нотами естественные, плавные и быстрые, благодаря чему ритм остается живым, а трек на выходе уже более динамичным и музыкальным. И мне особенно нравится, что этот верх никогда не перетягивает на себя прям все ваше внимание, а гармонично взаимодействует с басом и средними частотами, подчеркивая текстуру инструментов, добавляя ясности и объема и оставаясь при этом комфортным даже при длительном прослушивании, что позволяет вам полностью погрузиться в музыку, не уставая и не ощущая какой-либо раздражающей резкости. И в итоге верх Kevirs Bell создает ощущение максимально завершенного и цельного звука, где каждая партия ощущается отдельно, а трек звучит полно, музыкально и естественно. Но звуковая сцена в Kevirs Bell получилась умеренной, не слишком широкой, но при этом очень комфортной и естественной. И здесь сразу чувствую, что все звучит органично и на своих местах. Инструменты располагаются понятно, каждый элемент слышен отдельной партией, и при этом у вас нет ощущения, что кто-то теряется или вообще сливается с другими. Да так, что композиция всегда остается прозрачной, удобной для восприятия и при этом более цельной. И благодаря этому сцена не ощущается какой-то утрированно широкой, но все равно создает правильное чувство пространства, где инструменты остаются на своих местах, где ощущается глубина и расстояние между партиями, а трек звучит более связно и естественно, и при этом каждая деталь остается вполне четкой и различимой. И в итоге звуковая сцена в Kevirs Bell воспринимается естественной, комфортной и сбалансированной. Да, она не слишком широкая, но достаточно просторная, чтобы трек ощущался уже более масштабным и при этом все звучало цельно и гармонично, создавая ощущение правильного и музыкального пространства, в котором просто приятно находиться длительное время. И в итоге я пришел к тому, что Kevirs Bell для своей цены это удивительно хорошие динамические наушники, где практически нету явных компромиссов. Здесь есть и выразительный глубокий текстурный бас, который задает ритм и ощущение контроля, и плотная теплая серединка, которая делает вокалы и инструменты более живыми и эмоциональными, ну и комфортные зрелые верха без яркости и резкости, которые добавляют ясности и необходимой детализации, но никогда не утомляют. В общем, звучание у них получилось сбалансированным, музыкальным и, самое главное, понятным для всех. И за свою цену эти наушники реально впечатляют и оставляют приятное впечатление от их прослушивания. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.